Что судьба приготовила для вас? Какие важные новости узнаете очень скоро? Ну, может быть, что-то изменится. Если у вас есть какие-то острые вопросы, задавайте. Давайте узнаем ваше будущее, ваши перспективы. Есть такое чувство одиночества. Где-то вы находитесь далеко от близких. Надо сказать, что, возможно, вы туда поехали сами. В это место, где вы чувствуете себя одиноким человеком. Это, во-первых. Во-вторых, вы даже за это заплатили. Даже какие-то денежки, можно сказать. Может быть, даже и получили. То есть даже это как будто выгодное такое одиночество, временное одиночество. Может быть, захотелось побыть одному. Но очень скоро вы должны выйти из этого состояния. Единственное, что как будто не хочется этого делать. Даже вы не хотите. У вас ресурсов как будто недостаточно для того, чтобы выйти из этого состояния. А ресурсы — это ваше собственное сознание, потому что это для вас как будто было выгодно, и зачем я буду из этого выходить. Я заплатил большие деньги за это свое одиночество, может быть, за отпуск. Но еще можно сказать, вы копите энергию, копите такую большую энергию, что она просто скоро взорвется. И карты следующие говорят о том, что, возможно, кто-то даже прячется. Может быть, специально кто-то уехал, потому что кто-то у вас нуждается, хочет вас видеть, нестерпимо. Даже, можно сказать, ищет вас. Вы как будто специально прячетесь от этого. От каких-то людей, от какой-то ситуации. Вам не хочется возвращаться туда, но кто-то вас хочет видеть. И надо сказать, этот человек вас может увидеть, то есть встреча может состояться. Даже если это вам необходимо, но у вас будут свои условия. Вы копите эту энергию, которую скоро выскажете. Выскажите этим людям, кто о вас думает, кто о вас просто, может быть, мечтает. Не сказать, что здесь есть какая-то вот подоплека личных отношений, но вот и есть ситуация непримиримости из-за того, что вы не хотите с кем-то встречаться, а люди хотят вас увидеть. И когда момент придет, а он скоро придет, у вас появится энергия, необходимая сопротивляться вот этим желаниям других людей. Ресурсы появятся, появится самое главное отвага, появятся у вас вот эти жизненные силы и бесстрашие появится. Будете высказывать свою правду, ставить свои условия. И есть надежда на то, что поменяется какая-то ситуация. Во всяком случае, вы будете в ожидании. Вам пообещают, что ситуация изменится, но вы будете контролировать, так ли это на самом деле. Такая непростая ситуация еще, как будто вот вы живете тем, что было раньше. А этого, то, что было раньше, ну вот накопления ваши или что-то в этом роде, они уже как будто на исходе. Такая ситуация, в которую вы попали, она появилась либо из-за денег, из-за долгов, из-за неприятных обстоятельств жизни, на вас кто-то давил, и как будто вы в себя ушли. Нет желания, самое главное, что у вас нет желания с кем-то еще встречаться, может быть, кого-то еще любить. Вот раненое сердечко еще вышло. Как будто вы находитесь вот в переваривании этой проблемы. А из этой проблемы необходимо выходить, иначе вас вот дьявол просто скушает. Может быть, и какие-то привычки не очень хорошие тоже могут повредить и вам, и вашему здоровью. Ну и карта змеи тоже как символ здоровья, кстати. Вот здесь вот довольно хороши карты. Вышли на тех людей, кто хочет вас видеть. Не сказать, что есть от них какая-то устрашающая энергия, наоборот, карта оздоровления. Так что, возможно, кому-то нужна ситуация с оздоровлением, выхода из кризиса, и люди хотят вам помочь. Вы им немножко не доверяете, вы сравниваете то, что было раньше, и то, что сейчас. Это не то, что вам хочется, но постепенно вы будете выходить из этого кризиса. Даже в какой-то степени вам кажется, что с вами обошлись несправедливо, обошли в каких-то ситуациях.
Ну, может быть, даже и разрыв какой-то был, потому что такие карты вышли: гриф и тройка мечей. Обида такая. Вот у вас обида на то, что все произошло не так, как надо. А вы вкладывались, вы хотели, ну, что-то делать напополам. Вы хотели делать это на равных условиях. Ну, в основном еще, конечно, с вашими партнерами. Сила духа-то у вас появится. Накопите свою энергию. Возможно, вам просто нужен отдых. Есть у вас люди, кто хочет вас видеть, кто хочет с вами, в принципе, договариваться, кто вам может помочь в каких-то ситуациях. Это люди, ну, достойные. И, кстати, они очень скоро прибудут. Вообще такая ситуация нестабильной в вашей ситуации и очень большого желания людей помочь вам. И вы еще не воспринимаете эту помощь, вы ее оцениваете, перевариваете, сначала высказываете претензии, и потом, только потом, потихоньку, как будто доверие восстанавливается. Если вы оказались в какой-то сложной ситуации, знайте о том, что есть люди, кто хочет вам помочь. Есть такие люди. Как-то ситуация оздоровится очень скоро. Может быть, у вас какая-то потеря случилась. Ну, буквально в простом случае что-то потеряли, у вас украли, вы переживаете. И есть такая возможность, что вам возместят. Но не те люди, кто у вас украл, а другие. Купят, допустим, такую же вещь. Допустим, у вас украли телефон. И вот такие люди найдутся, кто вам заменит вашу любимую игрушку. Здесь есть предложение. Скоро получите предложение от человека, который, ну, у вас заинтересован. Во всяком случае, можете познакомиться с таким человеком. Вас это как-то окрылит и захочется выбраться из кокона. Недолго вы там будете. Вот как накопите ресурсы, как только выскажите свои претензии. Нужно высказывать, не копить себе. Так как-то все постепенно и заглохнет. Все ваши претензии и все ваши переживания уйдут прочь. Карта Мир, двойка мечей. Вот они, карты примирения здесь выходят. Даже, можно сказать, люди первые сделают шаг навстречу к примирению, если были ссоры. Люди, кто возле вас, кто вас обидел, кто, может, просто хочет вам помочь, есть такие, то они сделают все для вас, для того, чтобы вы были счастливы, для того, чтобы вы успокоились, для того, чтобы вы набрались силы духа, и для того, чтобы появилось то желание двигаться, карта движения, колесница, куда-либо ездить, с кем-то встречаться. Так что ожидается очень скоро выход из того состояния, в котором вы оказались. В других случаях, в простых случаях, может быть, ситуация важна в нашем раскладе для тех, кто учился, кто, может быть, работал, уехал далеко из дома, истратил все деньги, и вот буквально находится в затруднительном положении, и еще даже, может быть, у вас украли эти деньги. Вот есть такая ситуация неприятная с кражами и с какими-либо потерями ресурсов. Последние деньги как будто украли, как будто вас обманули. Но вам помогут в этой ситуации, и с деньгами помогут, и девятка у нас пентакли здесь выходит, награда какую-то, вы получите компенсацию, и успокоение получите. Не все сразу вы принимаете на веру, все равно есть какие-то обиды. Ну вот после того, как вы все это выскажете, какие-то претензии свои, с вами согласятся, и вот это мировое соглашение состоится. Ну и можно даже сказать, что люди поймут, почему вы так сделали. Именно так сделали, а не иначе, и пойдут вам навстречу. Вы будете удовлетворены теми событиями, которые вас ожидают в будущем. Поэтому не стоит закапываться в какие-то свои переживания очень сильно, потому что здесь карта дьявола намекает, что вы в этом можете остаться надолго. Поэтому необходимо проанализировать ситуацию и быстрее из нее выходить.